Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Ольга. Мне поступил заказ очень интересный оплести стопочки. Так как просто стопки часто бьются, надо было оплести так, чтобы было бы удобно держать в руках и эстетически красиво. И все это поставить в подносик. Один, вот, если не оплетать стопочки, то есть вы можете вот просто поставить их красиво и подарить. Можно каждую стопочку оплести. Брать, конечно, ее в руки уже удовольствие. И можно подарить вот в таком подносике. Давайте разберемся, как я их плела, эти подносы. Для подноса беру крестовину 3 на 3, выкладываю и оплетаю ситцевым плетением 3 ряда. Как сплести подробно круглое дно, ссылочка сейчас появится на ваших экранах. Можно сплести донышко, начать плести веревочкой. На это видео ссылка тоже сейчас появится на ваших экранах. Чтобы донышко не затиралось, я подкладываю бумагу. При поворотах вот бумажка крутится вместе с плетением. И когда она вот вращается, вот, само плетение не затирается. Развожу сразу по одной. Уже веревочкой в 2 трубочки. Проплела круг, у меня получилось 16,5 сантиметров в диаметре. После разведения стойка то вышло у меня 11 рядов. Так, стопочки у меня по размеру в высоту 5 сантиметров, нижний диаметр 3,8 сантиметров, верхний диаметр 4,8 миллиметров. Стопочки продаются в пятерочке, я покупала. Я их все отрезаю. Беру трубочки, срезаю у них тупые кончики, наращиваю на клей. Трубочки у меня накручены на спицу 1 миллиметр, ширина полосы 7 сантиметров. Обработаны трубочки лак-вода. Как я это делаю, ссылочка сейчас появится у вас на экранах. Так, добавлять я буду с левой стороны от каждого пенечка, чтобы потом при подъеме пеньки спрятать. Стоечки поменяла. Теперь начинаю поднимать за одну.
рабочие трубочки я вывела вот сюда вперед. Я буду поднимать сейчас, выравнивать веревочкой из 2 трубочек. То есть я не буду добавлять 3-ю трубочку. Веревочка из 2 трубочек, потому что мы поднимали за одну. 2 трубочки я вывожу из-за соседних стоечек. Так, и смотрим. Если это прямая веревочка будет, то плетение не получится галочки внизу. Значит, буду плести обратно веревочкой. При плетении обратной веревочкой вот получаются такие своеобразные галочки. То есть закрываю ряд. Вот здесь у нас она пошла из-за стоечки. То есть вот сюда не надо не сверху положить, а снизу вывести. Вот одну. Плетение я немного утяжелю. У меня под рукой ничего нету, кроме начатой баночки. Я начинала плетать. Мелочь моя вся в баночке, поэтому я ею утяжеляю. Все, теперь я буду плести веревочкой в 2 трубочки без формы, не стыкуя ряды, не оканчивая, просто по кругу. Веревочкой в 2 трубочки. Все время проверяю, чтобы бортик ровно шел. Проплетя 4 ряда, я добавляю каждой стоечке с правой стороны, чтобы все стоечки, которые я буду добавлять, были с одной стороны, с правой стороны. Загибка будет двухцветная. Доплела нужную мне высоту. Это у меня получилось 4 сантиметра. При высоте стопки 5 сантиметров. На это у меня вышло 8 рядов. Срезаю по трубочке по рисунку и убираю в плетение. Они больше не понадобятся. Загибку я буду делать на стоячках. Загибку эту я уже показывала. Она очень хорошо смотрится на подносах. Это загибка я училась по видео мастер-классу Ольги Рыжковой. Подробно я рассказывала об этом в своем видео. Ссылочку вы сейчас у вас появится на экранах. Для начала мы загибаем стоечки вниз. Так как они будут вниз опускаться длинные, чтобы они не мешались, я свой подносик поставлю так повыше. Также его утяжелю опять. Резервирую место. И опускаю стоечки вниз. Оттягиваю трубочки, чтобы образовывалось вот как можно меньше заломов. Следующий этап этой загибки, она делается в 3 этапа. Следующий этап этой загибки — это поднятие стоечек вверх через 2. То есть внизу проводим под 2 и выводим наверх.
Проводим под двумя и выводим наверх. Так, и заканчиваем тоже по рисунку. Наверх. И это также под двумя и наверх. Вывели стоечки наверх. Формирую косичку. Соединяю трубочки. С той стороны, с вот этой стороны под носом, с той стороны, на которую он будет становиться. Вот здесь добавляю трубочки. То есть вот при разведении у нас получились вот эти вот, образовались, чтобы было не очень заметно. Я сейчас их замаскирую под еще один виток. И будет не видно, что мы вставляли, добавляли тут трубочки. Так, я буду это проделывать с каждым витком. Я плету веревочку из 2 трубочек. Стоечек у меня получилось 8. Удобнее, если заранее знать размеры, удобнее, конечно, сплести сначала внутреннее, вот этот вот держатель, а потом уже внешний бортик. Ну, теперь придется чуть-чуть помучиться. Сначала я обрежу стойки. Оставлю 2 здесь и 2 здесь. Значит, обрежу вот эти вот. Проплету еще ряд, чтобы закрыть пеньки от срезанных стоечек. Так, чтобы убрать трубочки, я сейчас срежу их. Заправлю в плетение с этой стороны. И эти 2 заправлю в плетение и срежу. Выравниваю трубочки по высоте и проклеиваю. Оплютку я буду делать обыкновенной 8-кой, поэтому вот, которая сверху трубочка вышла, я ее убираю в плетение. Мне для обмотки понадобится 1 трубочка. Уберу в плетение туда. В 8-ку, обыкновенную 8-ку.
Так, вот такая ручечка у меня получилась своеобразная. Так как стопочки очень маленькие, плести обычными трубочками получилось оплетать. Получилось очень грубо. Поэтому я взяла каждый лист, порезала пополам, на тонкую спицу накрутила. То есть получается ширина полосы у меня 3,5 сантиметра у этих трубочек. Также покрасила, обработала морилкой мука. Темные у меня трубочки покрашены. Светлые трубочки у меня покрашены по рецепту слоновой кости. Ссылочка появится сейчас на ваших экранах. Делаю крестовину 3×3. Соединяю 2 трубочки. Для крестовины я трубочки не наращиваю. Соединяю 2 трубочки и начинаю проплетать веревочкой 2 трубочки. Проплела 2 ряда. Начинаю разводить стоечки по одной. Трубочки все время подтягиваю, прижимаю, чтобы не образовалось отверстий. Плетение было плотно. Я проплела 3 ряда после разведения. Переворачиваю плетение, чтобы это оказалось лицом. Поднимаю стоечки через 2. Вот, формирую здесь чуть-чуть ногтем. Подтягиваю не до конца, чтобы она ушла. И здесь тоже, потому что, чтобы было куда вставить потом трубочки. Так как у нас 2 рабочие трубочки, а я буду проплетать веревочкой из 3 трубочек, я добавляю еще одну на клей. Вставляю оплетаемую стопочку. И теперь, прижимая стопку и подтягивая стойчики, чтобы они ровно становились, и подтягивая трубочки рабочие не сильно, но чтобы в натяжку они шли, чтобы плетение было плотное.
чуть-чуть пропустила. Вот трубочка, из которой вот вышла наша первая, вот стоечка, вот отметим ее. Вот стоечку отмечаю я. Теперь я стыкую веревочку в 3 трубочки, закрываю ряд, то есть 2 перед, 1 за. Следующая 2 перед, 1 за. И еще одна. Здесь у этих трубочек, у многих, у меня получилась скрутка намного толще, чем начало. Поэтому я буду, если совсем толстая здесь скрутка, то я наращиваю местом скрутки. Доплела вот до стойки отмеченной. Опять закрываю 2 перед, 1 за. И плету 3-й ряд. Я проплела 3 ряда. Рабочие трубочки прячу в плетение. Так, выравниваю. Равняю стойки. Равняю само плетение. Вот я вырезала из картона по диаметру той окружности, где вот вверх я буду оплетать вот так, а внизу, так как стопка очень сильно сужается, я вот разрезала нижние и по стопке сейчас закреплю их скотчем. У меня ширина ленты вышла 2 сантиметра. Так, первую я пускаю поверху, чтобы закрепить. А вторую часть сейчас натяну и буду стягивать вниз. Вынимаю стопочку, одеваю приготовленный шаблон, вставляю стопочку, закрепляю, все проверяю, переплетаю стоечки. Если взяли вот правую, значит правая все время вверху должна быть. Вот здесь вот она получится, трубочка пойдет назад. Вот мы просто их местами поменяли. Вот такой у нас ажурчик будет. И здесь, то есть правая трубочка должна вверх пойти, чтобы не нарушить ажур. Правая трубочка вверх идет, левая вниз. 2 трубочки соединяю, наращиваю. Получившуюся гапельку одеваю вот в серединку, чтобы скрещенных трубочек в серединку, чтобы потом заправить ее легче было. Вот одела и начинаю плести веревочку в 2 трубочки по разметке.
Мы дошли до начала ряда. Вот эту получившуюся петельку я стараюсь спрятать в плетение. Получится небольшое утолщение, но я его вот сминаю пальцем, чтобы как можно меньше было. Плету второй ряд веревочкой. Так как у нас очень большая конусность у нашей стопочки, поэтому я буду оплетать верх веревочкой в 2 трубочки, а низ у нас оплетен веревочкой в 3 трубочки. И получится, что она вот выровняется, что она у нас выровняется. Ну, вот у меня спокойно здесь помещается палец. Вот я когда плету, чтобы контролировать вот эти расстояния, это где-то вот с палец. Так, я доплела до начала. Пошел 3-й у меня. Теперь я еще раз выровняю все. Беру клей ПВА. И каждую стоечку проклеиваю. Чтобы при последующем снятии с формы ничего не сместилось. Ажур остался ровным. Все, в таком виде я оставляю ее досыхать полностью. И только после этого я выну стопочку, а потом выну трафарет. И буду оканчивать ряд. Я срезаю стоечки, но оставляю 2 миллиметра хвостик, чтобы ухватиться трубочкой. Опять беру клей и опять проклеиваю. При плетении стараюсь закрыть пенечки, чтобы их было не видно. Чуть-чуть не хватило. Наращиваю. Беру зажим, фиксирую. Так, и подклеиваю. Одну трубочку срезаю по рисунку, промазываю клеем. Второй трубочкой эту накрываю. Тоже срезаю ее по рисунку, убираю в плетение. Оставляю сохнуть. Я грунтую клей универсальный вот такой. Клей ПВА развожу пополам с водой и грунтую. После того, как высохнет, надо вскрыть лаком. Вот такой лак я беру. Для подноса, в который будет вставлены оплетенные стопочки, я беру 4 трубочки. То есть донышко у меня будет 4 на 4. Буду разводить по 2. Теперь буду плести веревочкой. Добавляю еще одну стоечку. Стоечку внутрь туда заложила. Я проплела 7 рядов и буду разводить стойки по одной. Я нарастила трубочки. Буду плести сердцевину, чтобы
бортик, который я сплету дальше, не мешался. Сердцевину я буду плести, добавляя трубочки вот сюда. Так как плела я коричневыми трубочками, сердцевина у меня тоже будет трубочки коричневые, чтобы было не видно. Так, сейчас я добавлю все 4 вот так вот, чтобы было не видно, вот где добавляли. Так как плести я буду веревочкой из 2 трубочек, вот соединила трубочки, одеваю гапельку, замечаю стоечку и начинаю плести по кругу веревочку из 2 трубочек до высоты 11, примерно 11 сантиметров по прямой. Ряды я не оканчиваю, плету просто по прямой. Для стопочек без оплетки вот высота бортика вместе с декоративным вот этой вот косичкой, высота бортика 4,5 сантиметра. Это получается 7-8 рядов после подъема я сплела. Так они хорошо держатся, стопочки. Когда я буду делать сейчас в оплетке, я хочу сделать чуть-чуть вот, чтобы вот так вот было. То есть на несколько рядов сделать бортик поменьше. Скорее всего 6 рядов, наверное, я сделаю, чтобы вот так было. И диаметр вот этого подносика, который я приготовила для стопочек без оплетки, 17,5 сантиметров. А заготовочка у этого подносика у меня уже 19,5. Я проплела 3 ряда, потом 3 ряда ситцем, развела по 2 стоечки, проплела 7 рядов, потом развела по одной и проплела 6 рядов. Теперь я буду поднимать стоечки. Шесть рядов, то есть где-то 3 сантиметра. Так, устанавливаю поднос на возвышение, чтобы плести было удобно. За 2. То есть вот мы берем раз, два и внизу под 2 проводим и выводим наверх. Формируем красивый изгиб для косички. Смотрим. Вот я смотрю по нижней. Раз, два. Вот здесь вот по второй вот так вот видно.
Так, здесь смотрим, чтобы не перетянуть. То есть здесь у нас вот мы загибку делали по второму ряду, и так она должна оставаться. То есть мы сейчас будем трубочки тянуть. Главное их не перетянуть. Все, и заплетаю так косичку. Чтобы трубочки мне не мешались, я их буду обрезать сразу. Это простенькая загибка с очень большой заковыркой. То есть если вы, вот когда в процессе смотрите плетение, видите, даже когда я распределяла все, точно делала, они были на втором, вот здесь вот внизу лежали. А потом они поднялись. То есть надо каждый виток поворачивать и смотреть, чтобы он ложился ровно. Если вы перетянете, можно получить вот так вот. То есть вот у меня одна из первых моих загибок, на которых я училась. Вот я перетянула, и получилось, что вот эта часть загибки начала косы у меня вообще ушло вот сюда. Вот видите, не видно было. И потом я не проконтролировала степень натяжения вот здесь вот. То есть вот перед тем, как плести, я распускаю, потому что это и есть вот центр косы будет. Надо сразу поправить, иначе потом центр сместится, и потом уже трудно будет что-нибудь сделать. И поправляю, чтобы середина косы вот тоже не смещалась, вот серединка сама, чтобы виточки шли ровные. На оплетание одной стопочки у меня ушло где-то 30 трубочек, накрученных на спицу 1 миллиметр, ширина полосы 3,5 сантиметра. То есть обычная ширина полосы 7 сантиметров, а это поделенное пополам. То есть 3,5 сантиметра. Трубочки очень тонкие. Разница, вот смотрите, в загибке. Вот здесь вот я поставила первые трубочки коричневые, и загибка вышла вверху коричневая. На изготовление подносов, большого подноса ушло порядка 120 светлых трубочек и 200 темных трубочек. На этот поднос светлых трубочек, вот это я стоечки добавляла, здесь 24 штуки всего. Светлых трубочек 24 штуки, и около 200 темных трубочек. Вот и все, что я вам хотела сегодня рассказать. Если моя идея пришлась вам по душе, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. До свидания.